Здравствуйте, Анатолий. Скажите, вам нравится творчество Земфиры? Здравствуйте. Мне нравилось творчество Земфиры, когда мне было лет 22, где-то вот так вот. После этого она пропала, честно говоря, из моего поля зрения. Ну и те песни, которые я слышу сейчас, я слышал как раз, когда мне было 22. А это было не вчера. Вам как украинцу, не очень понравился ее поступок с флагом? Дело в том, что понимаете, в чем дело? Я не вижу ничего плохого в ее поступке с флагом, если понимать то, что думает Земфира. К примеру, 2013 год, июнь, в Дюссельдорфе она берет флаг Грузии, обматывается, ходит с флагом Грузии. После этого у нее были концерты в Грузии. Она ехала в Грузию. Я прекрасно понимаю, что она делает и для чего она делает. И вот это вот рояль в кустах из зала, не случайный. Если хочет человек, чтобы о нем начали говорить, к примеру, есть много исполнителей в России, которые раньше гремели, скажем так. Вы, наверное, понимаете, о чем я. В общем, есть там группы всевозможные, там Нана, да, там еще кто-то. Вот. И я теперь знаю, и они знают, что им надо делать, чтобы они как минимум заговорили. Вот о Земфире сейчас говорят. Вы думаете, ей это не нравится? Понятно, она понесет определенные, скажем так, убытки, потому что люди из России могут ударить рублем на концертах. Но тут тоже можно как-то пролавировать. Главное, что они заговорили. Главное, опять она на пике там, информативной волны, скажем так. И вот в Украине ее, допустим, начали считать там герой Украины. Мне это грустно, потому что мне, как украинцу, который любит эту страну, потому что, хорошо, человек вышел с флагом, ну и что? Это нормально. С одной стороны, с другой стороны, делать из нее героя Украины за то, что она с флагом вышла. Почему? А с другой стороны, не думаю, что из нее надо делать врага, потому что, вышла она с флагом страны, у которой сейчас огромные проблемы. Она могла с флагом Сирии выйти. Это же не значит, что она сразу враг кого-то, правильно? Так вот. Как вы думаете, на концерте в России она могла бы поступить так же? Я думаю, она могла бы поступить так же, это больше бы о ней говорили, но другое дело, что концерт мог бы быть сорван. И она тоже это понимает, что такие вещи делать не рекомендуется. А вообще, конечно, с ее стороны, я думаю, это чистый пиар, абсолютно чистый, беспримесный. Ну и все-таки на кого в первую очередь рассчитана вот эта пиар-акция? И на украинцев, и на россиян. Украинцы сейчас ее будут носить на руках, потому что у нас появился новый герой Украины. Вы вспомните, когда-то Джеки Чан, у него флаг был Румынии, если не ошибаюсь, на столе. Наши обрезали в фотошопе, и он уже стал героем Украины, потому что он с флагом Украины сидит за столом. Вот. И здесь та же самая история. Плюс в вышиванке уже выходила Сальма Хайек, правда, вышиванка оказалась немного мексиканской. Вот. То есть это было рассчитано и на Украину, потому что 40 миллионов все-таки людей сейчас, вот там без малого, будут считать, что она всерьез вот так вот поддерживает то, что там происходит в Украине, к примеру. И на россиян, потому что это пиар. Пиар, даже со знаком минус, это все равно пиар, вы понимаете, это знает любой человек, который участвует в медиабизнесе, там, к примеру, а уж в шоу-бизнесе тем более. Да, спасибо, Анатолий, за ваше мнение. На прямой связи со студией по скайпу был украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. Мы обсуждали